Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 22 по 28 января. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас, но у нас сегодня колода карт Таро языческих кошек. Очень добрая колода, которая изображение имеет как действие. Может быть, призыв к действию или наоборот, может быть, куда-то не торопиться, допустить какую-то паузу. И я искренне надеюсь, что вы свою ситуацию можете переложить на эту метафору и что-то просчитать на пару шагов вперед. Словом, чем-то вам будет полезен этот прогноз, или мы с вами проведем приятное время, мои дорогие. Итак, неделя для львов с 22 по 28 января. Что нам подскажут карты? И мы два ключевых вопроса зададим. Это как неожиданности и что важно знать. Особенно, наверное, актуально, потому что накануне как раз 21-го Плутон переходит в знак зодиака Водолей. Уже с 22-го он будет Водолеем. И что же для вас важно знать по мнению карт? Или ваше настроение, чем вы будете заниматься, или фон недели? Чего не избежать, неожиданности? Чему сейчас не время или что может помешать, по мнению карт? А что же будет помогать, что будет радовать? Достанем такую карту, что скрыто. Может быть, вы чего-то не замечаете, не придаете значения или кто-то скрывает. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, финансы, денежная энергия и личная жизнь. Итак, что же важно знать? Карта влюбленная, старший аркан. И выглядит как инь и ян. Черный кот и белая кошечка. Единство и борьба, наверное, противоположности, как по философии. Но, может быть, это действительно какая-то личная ваша жизнь, вопросы, точнее, личной жизни. С другой стороны, это старший аркан, аркан выбора, по сути, когда мы, может быть, для кого-то должны сделать выбор, а для кого-то объединить вот эти самые противоположности. Может быть, личная история, когда вы хотели бы, чтобы, к примеру, партнер принял вашу точку зрения безоговорочно или вот поступил ровно так, как вы себе это представляете или считаете нужным, а у партнера свой взгляд на мир, на жизнь, и мы не можем переделать человека, потому что это тоже личность, и он мыслит совершенно по-другому. И здесь, наверное, от умения договариваться, проводить вот этот вот баланс, и вся наша жизнь от этого зависит. У вас могут быть какие-то вопросы, знаете, как на пике вашего интереса. Получится, не получится, сумеем договориться или нет. Или вам придется, может быть, какое-то соломоново решение принимать по части действительно выбора. Сама по себе карта очень добрая. И у кого-то это просто ваша пара, мои дорогие. И какие-то вопросы, планы. Или, я бы сказала, мои дорогие, львы и львицы. Личная жизнь в центре внимания. Для кого-то будет так. Неожиданности. Может быть какая-то поездка или отъезд. Это может быть отъезд внезапный, как у вас самих, может быть и вашего партнера. Или уход, например. Нам ведь не говорят конкретно, какая сфера жизни. Мы это предполагаем, что аркан влюбленный может проиграться в личной жизни. Но с другой стороны мы говорим, что это выбор. Выбор может касаться и работы. Может быть, меняется руководство, меняются законы, еще какие-то постулаты, какие-то требования, и вы становитесь перед выбором, потому что или я так продолжаю, или я соглашаюсь на что-то и действую в том ключе, как куда мне зададут направление, или все же нет, я как-то буду выходить из какой-то ситуации. Кстати, по восьмерке кубков прекрасно проигрывается, знаете, не то что проблема, а когда какая-то дилемма. Вот есть тот вопрос, который, но он вам ни днем, ни ночью покоя не дает. И как раз по этой карте мы находим выход. Мы находим какое-то очень важное решение. И все же, да, для большинства, пожалуй, есть его величество выбор. Ну и, безусловно, для кого-то сам по себе отъезд, поездка куда-то, может быть, это будет как переезд на другое место жительства, в другую страну. Для кого-то из вас по работе это может быть, когда вы не просто работу меняете, а сферу деятельности, или добавляете
с целью того, что, возможно, я потом переключусь на именно второе какое-то занятие. У каждого мы все разные, но объединяет, может быть, вас как раз Его Величество выбор и, может быть, Соломоново решение, когда или теперь я что-то решаю, определяюсь, или я на что-то соглашаюсь, и тогда тоже уже взятки гладкие, как говорится. Это мое личное было мнение, мое личное решение. Поэтому, чего бы вопрос ни касался, наверное, не торопитесь, мои дорогие. У кого-то может проиграться, что человек уходит. Такое тоже бывает. Может быть, вынужден уехать срочно куда-то. Все же это у нас как неожиданность выпадает. Чему сейчас не время? Праздник после победы. Ну, видимо, сама по себе неделя благополучная. Но, правда, важные выводы вы будете делать. И если мы говорим о празднике после победы, сильная позиция, но тем не менее, не время праздновать, не время расслабляться, мои дорогие, потому что как будто что-то может в любой момент измениться. Есть какая-то нестабильность вот в этих двух арканах. Поэтому я и вариантов много привела. И развиваться-то у каждого из вас будут события по-своему. Где-то вы на них не влияете, правда? Вы влияете уже на конечный продукт, на когда вот надо принимать решение. Может быть, что-то вас и подтолкнет к этому решению. Вполне вероятно. Давайте узнаем, что же вам помогает. Вот я сказала, у вас сильная позиция, но в любом случае, это карта императрицы. Тут не просто по одной какой-то сфере жизни у вас благополучное время, чтобы для себя что-то, знаете, ключевое, важное решить. Потому что карта императрицы – это в целом наше благополучие, что помогает. Это карта власти, но власти доброй, умение все-таки договариваться. Поэтому, мои дорогие львы и львицы, если вы с кем-то не согласны, кто-то может уйти по-английски и ничего не объясняя, не создавая какой-то мишуры, движения, ненужных споров. Для кого-то из вас это может быть, если меня смотрят девочки, может быть, вы узнаете на этой неделе, что я жду ребенка, или вы уже знаете, что я ожидаю малыша и будете уделять себе внимание, себе лично, своему здоровью. Для императрицы это архиважно. А также нам говорят об удачных заработках, о построении карьеры, о смене где-то статуса, мои дорогие львы и львицы. Кто знает, может быть, это будет для кого-то предложение руки и сердца. И важный вопрос личной жизни у вас тоже закроется. Вот здесь нужно, правда, как будто что-то подошло к какому-то итогу, и вы словно можете оказаться на пороге жизненно важных решений. Помните, что у вас сильная позиция, и самое главное по императрице, не должны себе навредить. Тут как раз вот эти возможности для себя, чтобы с чем-то разобраться, чтобы не было вот этой двойственности, не было какой-то недосказанности, чтобы вы приняли какое-то правильное направление, как будто, мои дорогие. Давайте посмотрим, что скрыто. Ну, вообще, деньги скрыты, кому-то деньги придут, правда. Или вы переживаете по поводу денег, получится ли решить тот или иной вопрос. Деньги как будто получите. Для кого-то из вас может быть как ожидание заработка, если вы, предположим, действительно на выборе смены работы. Будут ли у меня деньги по новому месту работы, службы? Будут, мои дорогие, если вы где-то сомневаетесь. Карты нам не говорят, что они сразу как денежный дождь прольется. Нет. Но с учетом карты императрица это будет что-то, что вам позволит себя чувствовать более свободными. И когда вы вообще прочувствуете себя более ресурсными. А эта карта 6, и любая шестерка в колоде Таро, это всегда победа. Вот в данном случае победа финансовая какая-то. Вот какие-то вопросы, может быть, это для кого-то из вас, мои дорогие, бумаги по поводу финансов, которые тоже вы, может, для кого-то даже отчет, ну, жизненно важный какой-то отчет вы сдаете, и если он хорошо сделан, вы получите, допустим, бонусы, премию, но у каждого по-своему. И тогда этот проект у вас тоже завершится удачно. Или какие-то юридические документы, которые тоже в конечном итоге можно свести к финансам. Вот здесь все финансовые вопросы решаются со знаком плюс. Конечно, все от ваших приложенных усилий зависит и где-то от гибкости, от лояльности, потому что если
ну, так вот упереться, да, и сказать, что нет, я имею другую точку зрения. А здесь, наверное, все же недаром императрица. Мы говорим «власть добрая». Ну, как будто нужно договориться, не создать какой-то конфронтации, но и расслабиться не время, потому что пока, видимо, праздник будет, но не на этой неделе. Посмотрим дела, работа, бизнес. Да, тут вот у кого-то, правда, может проиграться новые ориентиры по тому виду занятости, который вам очень интересен. И, кстати, карты говорят, несмотря на то, что финансовая ситуация вот так вот постепенно для вас развивается со знаком плюс. Но ведь это что скрыто, то есть деньги будут, но как будто копеечку бережем, обратите внимание. Как будто нам и говорят, что если ты будешь так сосредоточена, вот, пожалуй, как этот кот, он смотрит в одну точку, как будто думает о чем-то и лапой придавил пентакль. Вот так вот придавите пентакль, не тратьте деньги с одной стороны и к никуда не торопитесь, вы что-то должны продумать, какую-то свою составляющую, откуда ко мне приходят деньги, чем я буду заниматься, куда я буду прикладывать свою энергию, усилия, и как будто нельзя промахнуться. И еще один момент – дела, работа, бизнес, и я сюда могу подключить вопрос документы или какие-то юридические вопросы. Вот решайте все педантично, пунктуально. На этой неделе не будет мелочей, не будет каких-то незначительных деталей. Здесь могут прийти как какие-то известия, которые надо тоже вдумчиво проанализировать, либо ваша какая-то тоже идея, она должна словно быть переведена в тезис и на бумаге просчитать, стоит этим заниматься или нет. По пажу Пентаклей всегда идет какая-то конкретика и внимание к мелочам, но и уже какие-то новые начинания. Прогресс как будто очевиден в деньгах будет, поэтому вот за это можете не волноваться. Сами по себе деньги на этой неделе будут, и деньги, правда. Вообще, понимаете, у вас немножко такой расклад, мои дорогие львы, не в контексте этой недели, а именно на продолжительный срок. Как будто есть какая-то или вопрос, или тема злободневная, она не родилась вот именно с 22 по 28. Это было прежде. Но то ли вы где-то не педалировали ситуацию, то ли как-то вот не прояснено было что-то, вот как будто больше вопросов, чем ответов. И здесь вот вам нужно какое-то решение принять, чем я буду заниматься, просчитать какую-то свою стратегию на долгий период времени. Аркан, опять же, императрица. И как будто деньги по нарастающей. Вот на сей момент нам как будто говорят, с начинаниями, с вниманием относись к своим проектам и к тому, что ты планируешь делать лет 10-20 на последующие годы. И тебе придет этот успех финансовый, да. И на этой неделе как будто деньги будут, но девятка пентаклей не совсем про деньги на короткий момент. Это карта самодостаточности, мои дорогие. Вот где-то пересекается как раз с арканом императрица по финансовым, материальным вопросам, по вопросам недвижимости, имущества, каких-то серьезных приобретений. И самое главное – успеха в работе. Если вы захотели стать медийным человеком, у вас получится. То есть вот свои усилия нужно приложить к тому, что просит ваша душа. Потому что если мы занимаемся любимым делом, мы можем какое-то дело свое, если где-то там, нюанс нам не понравилось, переделывать хоть 1000 раз. Но мы будем где-то досадовать, но мы это сделаем. И вот самодостаточность, она как раз приходит из того, что мы позволяем себе допускать ошибки. Или как-то их корректировать, исправлять. Но вот именно быть довольным самим собой, самой собой для вас на последующие даже годы как будто формируется на этой неделе. Поэтому вот немножко так вот на дистанцию, как будто в бинокль нужно видеть самого себя. Или задать себе вопрос, какого качества жизни я хочу достичь. В чем я себя вижу? В каком кабинете, может быть, или, наоборот, в путешествиях, и я зарабатываю удаленно. Или я хочу развивать свое творчество. Или я хочу написать книгу, и чтобы она стала бестселлером. Понимаете, вот тут нужно прочувствовать как будто свой успех. Это будет очень важно в эпоху Водолея, потому что область иррационального, она постепенно, шаг за шагом, год за годом, будут открыты новые, совершенно немыслимые, может быть, ранее для нас какие-то устои или пересмотрены,
И то, что вчера казалось, этого не может быть, вот в последующем иррациональное будет конкретно рациональным. Поэтому где-то не бойтесь мечтать, не бойтесь визуализировать свой успех, он вам точно поможет. Но деньги будут. Личная жизнь. Тройка жезлов всегда карта стабильности, карта якоря, карта, что у вас все под контролем. И значит, либо, если вы один или одна, все зависит от вашего желания. Если вы хотите познакомиться, вы люди яркие, видные, у вас будет такая возможность. Насколько продлится или каково это будет знакомство, нам тут не говорят, но присмотреться, если вам какой-то человек интересен, определенно стоит. Все-таки это карта прогресса, кто знает. Если состоится новое знакомство, может быть, в последующем это выльется во что-то более серьезное, как в надежную дружбу, а далее в любовь. Так тоже бывает. Для людей семейных или тех, кто в паре, это скорее вы уже будете вдвоем, как пара ваша, планировать что-то на последующие годы даже. Или строить вместе планы. Но для кого-то из вас это планы по бизнесу. Все же личная жизнь не только про любовь, а жезлы, дела, работа, бизнес, опять же, деньги. И вы будете вот как раз вот все то, что я перечисляла только что, для себя самого или самой планировать на будущее. Оттолкнуться, наверное, все же от каких-то своих амбициозных планов определенно стоит. Себя не забывать. И даже если, мои дорогие львы и львицы, у вас больше проигрывается эта неделя в личной жизни, она очень приятная, посмотрите, как будто и материальный есть достаток, ну и, видимо, понятно, раз императрица и помогает, и с чувствами порядок, и с уверенностью. Но, наверное, также важно будет не раствориться в партнере. И отчасти, может, нам и говорят, пока еще не время празднику. Еще пока рано ставить точки. Что-то развивается, продолжается. И важен сам процесс, вот именно процесс вот этой недели как раз и посвящен личная жизнь и финансы. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.